Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба, и сегодня у нас выходные начались, и разрабы завезли к выходным достаточно неплохое количество всяких разных активностей. Ну вот первая из активностей это вот такая вот штука, да, как я понимаю, это нужно убить 20, 60, 150 противников, играя за Пауло, или с Пауло. Ну короче, в общем, что-то типа того, скорее всего. Поэтому у кого есть Пауло, там, кстати, вроде бы в магазине сейчас предложение, то ли до выходных было, то ли сейчас оно еще есть, на покупку Пауло, возможно даже за гемы. Поэтому кто хочет, вот, кстати, бонусик типа в виде изумрудного сундука. Не знаю, 150 килов это очень много, это как минимум боев 15. Почти нет, даже больше. По 10 килов это не факт, что забыл вывезу. Но если это боев так 20-30 нужно провести на Пауло. Ну что, получается, будем бустить Паулу ради сундучка, который потом в итоге не дадут. Ха! Типичные разрабы, да? Ну да ладно. Продолжаем дальше. Нам запустили золотую монетную лихорадку, точнее, да. Монетная лихорадка продлится... Ну сколько она продлится? До утра понедельника, если я не ошибаюсь. Да, до утра понедельника она точно будет, поэтому не парьтесь за выходные. Добивайте 7000 с рейтинга, открывайте сундуки и лутайте кучу монет. Сундуки все подкрываю потом, хотя, да, первое видео сегодня будет на бобре, поиграем в командных боях, неожиданно, поразвлекаемся немножко, так сказать, разыграемся, а в следующее видео будем прокачивать Пауло на 12 уровень, бустить ему рейтинг и открывать сундуки серебряные, которые у меня там уже накопились, ну их, конечно, не очень много, но в будущем, я думаю, на выходных как раз побольше пооткрываю, и будет уже норм. Так. Лук я нашел хорошенький. Кстати, какое-то копье у меня не очень дальнее. Ох, как же кайфую от этой дальности, то, что я настроил ее. Блин, еще бобру бы бицепс было бы вообще эпично. Ну, кстати, бицепс на бобре. Какая-то мощь будет, а? Это ж вообще жесть. Ну, офигеть. Бицепс на бобре я бы кайфовал, вот реально. Так, ну, найти бы мне гранатку какую-нибудь хотя бы. Бобро. Ну, блин, я хотел убить бобра. Взяли, убили бобра вместо меня. Посмотрите, сколько мне урона бобер наносит. Офигеть. Чтоб я так со своего лука на бобре дамажил. Ха-ха-ха. Красиво резнул, да? Опа, закинем лук. Закинем автоатаку. Еще раз закинем автоатаку. Еще раз закидываем автоатаку. Хилимся аптечкой. И снова закидываем автоатаку. Так, ну вроде норм. Хилимся пока что. Нормально живем, вроде как. Стенку пока что используем. Как же мне этот бобер весит? Наглая морда, а? Живучий тут бегает, без аптечек, без ничего. Блин, я гранату так и не взял в итоге. Офигеть. А я думал, она у меня уже есть. Смотрю, только что-то не могу ее подобрать. Странно, да? Совпадение. Ну, прям лук у бобра это какая-то мощь в последнее время, я вот заметил. Ну, слишком много урона. Мне 10-й бобер снес пол хп одним луком. Ну, что это за бред, а? Причем копье у бобра сносит еще пол хп. То есть, по сути, нужно кидать лук и добивать уже копьем. Ну, это жесть. Лук, радиус бы еще раз... разочек увеличить. Бак, ну иди ты сюда, ну куда ты пошел? Вот же гений, а? Ну, пофиг, короче, на этого гения. Пойдем, Никсик, там он гранатка есть. Залутаем. Погоди, там еще Брюсик где-то был. Брюсик, иди к нам. Брюсик, иди к нам. А, у тебя есть золотой? Так, ну, у нас там ребята еще бегают. В принципе, я не буду идти на край зоны. Намекну им, что надо бы... Посмотрите просто на этих гениев. Что у них в голове? Зачем они это делают? Зачем они идут туда, вот? Что им на этом островке нужно? Гении. Гении, да. Типичные. Итак, у нас сейчас против нас остался склад и парочку игроков. Я пока что не буду особо выделываться. Закидываем как есть. Закидываем просто красивенько. Вот так вот, все, сюда. У меня, в принципе, все там красиво получается. Урон наношу, просто бешеный урон наношу, на самом деле. Они ничего сделать не могут против меня. Ну и против моей команды, там Бак молодец залетает. Ну, посмотрите на этот урон. Просто вот, смотрите. И вот это вот все залетает в тебя. И ты под этим домиком стоишь, офигеть. Это ж невыносимо, насколько много урона. Ну, получится все. Победка, осталось 2 одиночки, которых просто нужно найти и убить. Изи, изи. Ну, мне нравится.
бобер прям после того, как его отбалансировал по характеристикам, стал, ну, хорош. Прям очень хорош. Панда домой. Давайте автоатакой побахаем, может найдем кого-нибудь, потому что автокопье находит противника очень хорошо. Оно что-то мне куда-то сюда стреляет. Значит, наверное, там противник. А может, нет. А может, и здесь где-то. А вот и Джейд выбежал на меня. Какая Джейд, бегущая по лезвию прям. На тебе копье. На тебе еще копье. В смысле я промахнулся? Что это значит? Такого не может быть. Да ну как это? Вы видите? Это просто миллиметр останавливается перед моим копьем. И завар. Кстати, Никс, офигеть. Это тот 8-й Никс вроде бы, да? Вот видите, паренек как затащил, а? И мои два дамагера основных, которые я думал, что они дамажат, но они не дамажат. Ну, Никс, получится, молодец, подобивал, наверное. Ну, первая победка готова, я даже очень удивлен, как-то все изи получилось. Ну, это повезло, что адекватная команда. Погнали, следующий боец. Надеюсь, в этом бойце будет тоже адекватная команда. Очень это надеюсь, на самом деле. Так, ну, Бака мы нашли. Бак, Дона. Так, ага, два склада вместе, понял. Понял, принял. Нельзя дать им залутаться. Нужно играть с командой. Так, там еще что-то лежит. Я не знаю, что это. Лук надо брать. Надо брать, надо бросать сейчас немножко команду в этом плане. И срочно идти к ним. Все, теперь идем к ним. Так, видали, кстати, куда такое мне копье бахнуло? Это автоатака сама по себе. Ага, 17-й Никс, понял. Чем мне ему сделать без аптечек, а? Очень интересно, на самом деле. Мне тут надо как отхилиться и выживать. Я ничего сделать там не смогу. Прости, бачок, но это все. Это Габелла. Я так не могу. Я там столько не затащу, к сожалению. Пытаюсь что-то сделать с этим всем, но это капец. Просто как их выдамаживать там, этого Никса 17 уровня. Это ж нереально просто. Просто бежим. Ну, конечно, Никс сидит себе, ничего не делает. Вот, понимаете, вот это смысл игрока. Я как бы закидываю, там отстреливаюсь, что-то пытаюсь сделать. У нас там кенгуру еще где-то лазит. Не знаю, что он там делает. Наверное, баг класс резко. Ну, что они дерутся на этом островке? Ну, уйдите вы с острова в этого, ну. Гении, блин, ну. Ой, как же. Ладно, давайте вниз пойдем. Поставим здесь стенку, если что, на всякий случай прикроет меня. Так, закинем так хотя бы гранатки. Так, мне бы лук, конечно, взять было бы неплохо. Ну, Джейд слишком открыто играет. Я не могу так себе позволять. О, там вот они бегают, слабые ребята. Надо брюсу. Блин, они сейчас просто... Ай, нам нужно держаться вместе. У нас Джейд постоянно бегает куда-нибудь. О, боже мой, лев с инструментами. Вот это, конечно, да. Вот это, конечно, да. О, все, теперь мы льва добили. На изи. Брюс сейчас тоже... А он ботинок сейчас использует. Ну ты не убежишь. Я знаю, куда ты побежишь, Брюс. Дона у нас... Ай, как же они бесят. Почему они не могут играть командно? Ну, что за гений, блин. Как же бесят эти гении. О, Дона все-таки смогла играть команду. Погнали. Джейд, бери аптечку. Давай, я залутаю там гранатку с луком. Давай, 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 иди. А то сейчас Дона аптечку залутает и тебе не даст. Ну, кстати, у нас есть шансы на победку, небольшие, но все-таки есть, если мы сейчас красиво задефаемся. Но у нас Дона не хочет играть команда, вообще не хочет. Так, ну, все, давай, играем командно, Джейд, пожалуйста, играйте командно, ребятки, я вас верю очень сильно. Ну, все-таки по уровню мы неплохо так имеем, да? Плюс все-таки Джейд, сразу армор юзнем, чтобы была возможность сразу дефаться. И закидываем. Ставим стеночки, чтобы противники не могли дамажить. Нормально. Так, у нас Джей там залетает, конечно же, умирает. Так, я пытаюсь что-то сделать, но походу все. Походу все. Со мной тут закончено, но еще не факт. Нет, все, факт. Уже факт. Уже все. Ну, кстати, Никса 17 уровня убили. Если Джейд сможет резнуть. Блин.
Никс одиночка остался в конце. Но мы жесткие, мы развалили Никса 17 уровня по итогу. Если бы меня тогда слон не притянул, я бы смог, наверное, затащить. Эх, как же тяжело. Ну, что поделать, 17 уровень все-таки Никс. Он нереально жесткий. И вот этот чел, который сидел в Никсе в бочке, вот, понимаете, это 1 на миллион такой чел побеждает в бою. За счет того, что просто вот такая ситуация, что у Джейд не было аптечки, и Никс влетел в нее и убил. А до этого он сидел в бочке, а мы там дрались 3 на 5. Нет, мы дрались 3 на 4, получается. Там же было 10 противников в конце. Ну, короче, я уже не помню, но суть в этом. Обидно, конечно, что такие есть игроки, которые сидят в бочках и не хотят нормально играть. Но, что поделать, такая зуба, к сожалению. И разрабы ее не хотят менять. В лучшую сторону. Не знаю почему, кстати. Очень странно в этом плане. Ну, может, они, кстати, добавили в бочки, ну, инструменты с бочками. Для тех ребят, которые не могли рейтинг поднимать что-то. Ну, чтобы они в бочках сидели и хоть как-то его поднимали. Возможно, возможно. Но это не точно. Мне кажется, что это вряд ли такое могло бы быть. Но это разрабы, что хотят, то и делают, как говорится. О, копье хорошее. Хилимся. Так, гранатка здесь хорошая есть. Отлично. Пингвин. Блин, как с этим побеждать? 6, 8 и 10 бот. И против меня 17-й Никс, да? Баланс, баланс. Ну и вот пингвин. Страдающий чем-нибудь. Мне надо дать. А что там выпало хоть? Не мне выпало. Блин, а представляете, сейчас бы... О, верите, да? А представляете, мне бы сейчас гранатку легендарную сюда. Или лук легендарный. Вот и хотелось бы потестить лук легендарный, но вряд ли получится. Может быть, когда-нибудь в легких боях зайдем, потестим. Может быть, повыпадает. Просто хочется посмотреть на радиус и на урон от этого лука. Насколько же он будет жесткий. Кстати, пингвин решил к нам все-таки подойти. 10 уровень не совсем уж и глупый, по идее. Но почему-то играл вот так вот, как вы сейчас видели. Ну, странно. Ну, Бак пошел соло вырываться против сквада. Гений. Гении они такие, да. Орла почти, кстати, шотнули. Гений на орле. Я тоже, кстати, гений. Сейчас умру, походу. Блин, не туда стенку поставил, но ладно, пофиг. Не повезло. Ну, 15 уровни. И мой баг, который пошел соло драться против 15 уровней. На остров. Больной. Больной баг, да. Ну, тут вся команда была такая, в принципе, пофиг. Сразу не повезло, как говорится. Ну, что поделать, такая зуба, да. Кстати, минус 1 рига не так уж и плохо. Получается, сыграл в 0. Почти что. Давайте в следующий боец сразу отправимся. Ну, это хорошо, что вот с такой командой не пришлось тянуть время боя до конца, потому что, ну... Тут было все очевидно. Когда они убежали, разбежались, на Бак полез на остров. На Баке, на остров, без сандалий святого, понимаете, да? Ну, вот они, гении. Гении. Что поделать? Так, ну, здесь сразу против нас сквад какой-то появился. Кстати, сквад 12-10 уровня против моих слабых союзников. Офигеть. Гений на орле сейчас умрет от стенки. Кстати, он почему-то не умер. Самое интересное то, что вроде бы должен был умирать, но не умер. Я тут каким-то чудом пытаюсь выживать, но не очень получается на самом деле. А все, меня зажали. Меня зажали. Никс у нас бегает в центре, но он же не замечает вот этого вот всего, да? Ну да, это же сложно. Тут же очень незаметно, когда твоя команда вся умирает, да? Как незаметно. До слез, ребятки, просто до слез. Вот видите, чем играют противники мои, да? Дефибриллятор, укол адреналина, термин гранатки, или то моя сборка. Нет, то не моя сборка, то чего-то другого. И мои союзники, гении, как всегда. Ну давайте, ладно, последний боец затянем, так сказать. Надеюсь, попадется что-нибудь адекватное, но судя по тому, что мне попадается... Вот, заметьте, 7, 6, 8, 10 против меня команда с сквада 15 уровней. В каком месте баланс? Где он должен быть? Ну, кстати, лук видали? Никс только что поднял, я был рядом. Мне лук не поднялся. Очень интересно, на самом деле. Но, да. На чё акул сразу бегать-то? Куда? Любитель кофе. Кстати, видали, сколько ему урона снес? Жесть. Слабый, да, у меня бобер. И вот с этим сильным бобром я не могу ничего сделать в командных боях. Ну, иногда не могу, да? Иногда-то я могу все-таки. Моя команда что-то уже в кусты убежала, когда они только успевают это делать. Шустрые, дерзкие, резкие.
Они тут аптечки лутают, поэтому ладно. Так, ну что, у нас вроде все хорошо, они хотя бы играют командно. Хотя бы, да. Я пока что бахну вот так вот. Там кто-то косточка хилится, понимаете? В командных боях косточка хилится. Офигеть. Офигеть, это ж надо. Ну, бывают и такие, да. А вы что думали? Там все гении, что ли? Играть умеют в игру? Нет. Косточкой похилились и норм. Он, аптечка лежит, а надо хилиться косточкой. Гениально ж. Гениально, вот и я так думаю. Так, у нас что-то опять команда хочет разделиться. Интересно, успею? Ты, по идее, должен успеть. Ну, вы видели, ну? Ну, эти миллиметры, это капец, конечно, иногда. Опять Никс очередной 6 уровня, да, гений. Попробуем стеночку поставить, пусть поблокирует пока что. Урончик весь. Я позакидываю пока что вот так вот. По автотачу пока что немного. Чтобы мне было полегче, попроще. Так, закинем в крабика здесь все, что есть. Опа, минус крабик. Кстати, тут сколько аптечек лежит, а эти челики ничего не могут сделать, понимаете? Чему моя команда умирает? Что за гении? Как они вообще умирают-то могут, а? Я тут соло-сквады убиваю, они умирают. Офигеть просто. Ну как такими можно быть? Ну, просто взяли и умерли. От 6-го Никса втроем. Алло, как? Какие же гении. У меня просто слов нету. Кстати, лук дали. Давайте тестить. Приятненько. Ну, не настолько прям, конечно, чтобы было ого-го. Ну что, нас осталось двое. Хоть у нас есть противники. Ну, по идее, я должен вытащить. Мне кажется, там нету высоких уровней уже против меня. Плюс у меня такой лук жесткий. Плюс тут стеночки. Все, держимся нормально. Ну, панда единственный из всех... А, у нас еще Никс есть. Это тот, который убежал наверх, понимаете, да? Вот он. Просто челик избежал. То есть мы здесь дрались. То есть, чтобы вы понимали, мы здесь дрались, да, как? Ну, у него шансов нету, у жирафа, мне кажется. Вообще никаких, потому что стенки, они просто блокируют почти фулл жирафа. А у меня бешеный, невероятный урон прям. Правда, меня сейчас, походу, убьют. Но это не точно. А чё жираф отлетел? Это кто его? Панда, что ли, откинул или что? Я не понимаю. Блин, то, что они душат с нескольких сторон, это, конечно, печалит очень сильно. Жираф очень живучий гад оказался. Все, наконец-то он умер. Панду резнем все-таки. Пусть будет поддержка. Ну, посмотрите, кстати, вот двое ребят, молодцы, как вместе играют. Ну, если бы не Никс, неадекват, конечно. Тут бы могли бы еще и что-то сделать. Но по итогу ничего не получилось. Соло вытащил этих двух ребят. Ну, Никс вообще отдельный уникал, который просто убежал. Ну, а Панда, он что-то делал, старался там, в принципе, за месяки. В итоге что получилось? Вот под конец, ну не под конец, чуть ближе к концу, когда вот мы развалили всех противников. Моя команда, там было с нами, нас было 4, я, Панда и Акула еще кто-то. Ну и Никс убежал, да? Вот нас 4, двое умерли по ходу от 8-го Никса, потому что я там краба соло развалил, там еще кого-то развалил, еще кого-то. И, короче, они просто взяли и умерли. Я их даже не успел резнуть. Это просто нечто. Как можно было от 8-го Никса умереть вдвоем против одного? Это прям фиаско. Конечно, может быть, там сбоку еще были противники, которые потом убежали, когда меня увидели, и которых я не увидел почему-то. Но это уже такое. Ребятки, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. В следующем видео будем прокачивать Зебру Паула на 12 уровень и набивать ему ивентик. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.